Bazen diyorum ki keşke normal olsaydım. O zaman beni sevmesi daha kolay olurdu. Seni biraz tanıyan hiç kimse seni sevmeden duramaz. Müştü kimdi Melike'nin? Bir şey mi öğrendin? Neymiş? Evlatlıkmış. Kim bilir hangi annenin çocuğu? Ben senin yerinde olsam diğer çocuklarıma gözüm gibi bakarım. Benim babamla konuşmam lazım, çok acil. Sen benim olanı alırsan ben de senin olanı alırım elinden Reyhan. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на мой канал. Не забудьте подписаться, чтобы получать уведомления о новых видео. Как будут развиваться отношения Араса и Аслы? Что сделает Фиген, чтобы Аслы ушла? Что сделает Фиген, когда Рейхан расскажет ей, что видела поцелуи Мелике и Араса? Хочет ли Рейхан, чтобы Арас и Аслы держались подальше, потому что подозревает, что кокетливое поведение Араса расстроит Аслы? Будет ли Хюлья создавать проблемы для Рейхан после судебного запрета? Узнает ли Арас все о Мелике от человека, проводившего ДНК-тест? Выяснится ли, чья дочь Мелике? Встречалась ли Мелике со своей матерью, Хюльей, и сказала ли ей, что она ее дочь, перед смертью? К кому Сезин обратится как к отцу? Выместит ли Хюлья свой гнев на Рейхан, забравшись в постель Метина? Как Хюлья оказалась в постели Метина? Сможет ли Метин скрыть свои отношения с Хюльей? Теперь тайны прошлого начнут всплывать одна за другой, и правда, которую все скрывали, откроется по цепной реакции. Связь, которая постепенно крепла между Арасом и Аслы, станет еще крепче. Хотя Аслы и хочет защитить свое сердце после всех пережитых разочарований, решительная позиция Араса застанет ее врасплох. Пытаясь исцелить разбитое сердце Аслы, Арас неосознанно приблизится к самой большой тайне в своей жизни. Прошлое Араса с Мелике начнет пересекаться с настоящим Аслы. Каждый раз, когда они становятся ближе, тайна, скрытая в прошлом, будет всплывать на поверхность. Арас попытается сказать Аслы: прошлое в прошлом, но тень Мелике будет продолжать висеть над ними обоими. Когда Фиген Ханем заметит эту близость, она запаникует. Она думала, что исправила все, что случилось с ее сыном много лет назад, но теперь, с появлением Аслы, она чувствует, что порядок нарушен. Поэтому она прибегает к различным уловкам, чтобы оттолкнуть Аслы. Она будет выставлять Аслы опасностью в глазах Рейхан Ханем, утверждая, что та сеет беспорядки и даже распространяет слухи в доме. Но на этот раз Рейхан Ханем не поддастся на уловки Фиген. Потому что теперь она не просто будет защищать Аслы, она будет защищать ее, как мать. Она будет настолько решительна, что заявит: эта девушка, совесть этого дома, никто не сможет выгнать ее отсюда, вопреки каждому слову Фиген Ханем. Но Фиген Ханем не отступит, она покопается в старых файлах Мелике, найдет конфиденциальные документы, принадлежащие Рейхан Ханем, и использует их как рычаг давления на нее. Признание Рейхан Ханем о том, что она видела поцелуй Мелике и Араса, вызовет сильное потрясение. Фиген Ханем будет сведена с ума этим признанием. Узнав об этой сцене, она бросит Рейхан Ханем: «Зачем ты это сейчас говоришь?» Потому что этот момент разрушит невинность не только Мелике, но и ее сына. Узнав эту правду, Фиген Ханем удвоит свою враждебность к Аслы. Заявив: он когда-то сбил Мелике с пути истинного, а теперь сравнивает Аслы с собой, она настроит против себя и Араса, и Аслы. Настойчивость Рейхан Ханем в этом вопросе будет продиктована инстинктом самосохранения. Зная о кокетстве Араса и его эмоциональной нестабильности, Рейхан Ханем захочет отдалиться от Аслы, чтобы не испытать очередное разбитое сердце. Не потому, что она не доверяет Арасу, а чтобы защитить хрупкую душу Аслы, она хочет, чтобы он держался от них подальше. Однако это расстояние не погасит огонь в сердцах двух молодых людей, а наоборот, разожжет его еще больше. Тем временем гнев Хюльи Ханем на Рейхан Ханем будет расти с каждым днем. После получения судебного запрета она попытается вычеркнуть Рейхан из своей жизни, но на самом деле она еще больше увлечется ее жизнью. Хюлья будет думать, что загнала Рейхан в угол каждым своим шагом, но сама того не осознавая, будет затягивать себя в болото. Видя силу и решимость Рейхан Ханем, она будет испытывать все большую страсть. «Ты отнял у меня мою дочь, теперь твоя очередь», — подумает она.
Поэтому она будет жаждать мести и телом, и душой. Гнев Хюльи постепенно смешается с желанием, затуманивая ее чувства. И тут в дело вступает Метин Бей. Метин Бей, понимая уязвимость Хюльи, попытается утешить ее, но это утешение постепенно перерастет в близость. Хюлья выместит свой гнев на Рейхан Ханем, забравшись в постель к Метину. Это будет одновременно и местью, и болью. Она захочет почувствовать себя победительницей над Рейхан, сказав: «Я не могу видеть ее выше себя». Когда однажды ночью Хюлья войдет в комнату Метина, она на самом деле этого не планировала. Движимый пьянством, гневом и усталостью, он полностью отдастся моменту. Поначалу Метин попытается сопротивляться, говоря: «Не делай этого, Хюлья, это неправильно», но в глубине души он обижен на Рейхан, поэтому не может устоять. То, что произошло той ночью, останется для них большой тайной. Утром Метин не сможет взглянуть ей в лицо. Он будет чувствовать себя слишком виноватым, чтобы сказать: «Это ошибка». Он попытается скрыть произошедшее, но глаза и уши в особняке начнут все улавливать. Рейхан Ханем сразу заметит перемену в поведении Метина. «Он что-то скрывает», — скажет она, но сначала не сможет понять. Однако, увидев торжествующий взгляд Хюльи, она, кажется, все почуяла. Эта тайна создаст глубокую пропасть между Рейхан и Метином в следующих сериях. Арас, в свою очередь, будет преследовать тайну Мелике. Он потребует повторной встречи с человеком, проводившим НК-тест, пытаясь узнать все о прошлом Мелике. Но этот человек откажется говорить, так как его заставили замолчать другие. По мере продвижения расследования Арас выяснит, что Мелике на самом деле дочь Хюльи. Он будет опустошен, услышав эту правду, потому что не будет знать, как рассказать об этом Аслы. Когда она узнает, что Мелике встречалась с ее матерью перед смертью и кричала в лицо Хюлье: «Почему ты бросила меня?», ее охватит чувство вины. Она начнет воспринимать смерть Мелике не просто как несчастный случай, а как месть судьбы. Посреди всего этого хаоса Сезин окажется очень близка к тому, чтобы узнать своего отца. Эта долго хранимая тайна наконец-то начнет раскрываться. Сезин следует за единственной оставшейся уликой и подходит к двери комнаты мужчины. Лицо, открывающее дверь, шокирует и ее, и зрителей. Мужчина, который предстает перед ней как отец Сезин, оказывается недалекой фигурой, как они думали, а человеком, который годами безмолвно присутствовал в их жизни, возможно, кто-то из прошлого Рейхан. Эта встреча изменит баланс сил не только для Сезин, но и для всей семьи. И, наконец, каждый осознает свои поступки. Хюлья поймет, что деньги не вернут ее дочь. Рейхан докажет свою любовь не обладанием, а тем, что отпустит. Арас поймет, что иногда любовь – это не сокрытие правды, а умение жить с ней. Аслы в конечном счете выберет не свою семью, а того, с кем она чувствует себя в безопасности. В этой серии каждое сердце столкнется со своим испытанием. Кто-то научится прощать, кто-то терять, а кто-то по-настоящему любить. На этом мы завершаем очередной анализ. Вы можете поделиться своим мнением в комментариях. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть новые видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.